Друзья, приветствую вас на своем канале. Всех хочу поздравить с наступившим учебным годом. Ровно год назад, 1 сентября, я начала вести свой видеоблог на YouTube-канале. И начала я снимать и говорить, рассказывать вам именно о школе. И вот прошел ровно год. И сегодня я тоже хочу поговорить с вами о школе. То первое видео вы можете посмотреть, пройдя вот по этой ссылке. Сегодня тема будет совершенно другая, но тоже посвящена славянской школе. Друзья, перед тем, как мы с вами начнем беседу, я думаю, что она будет не совсем короткая. И если вам кажется, что я рассказываю слишком медленно, то вы всегда можете нажать на значок шестеренки и выбрать комфортную для вас скорость. Можно меня замедлить, можно меня ускорить. Я, например, сама всех блогеров всегда смотрю на ускоренном. Итак, о чем же я сегодня хочу с вами поговорить? Сегодня мы будем говорить о том, какие есть негативные нюансы в славянской школе. Что такого неприятного, с чем таким неприятным вы можете столкнуться в славянской школе. Год назад я рассказывала про адаптацию, как все устроено в школе, а сегодня хочу поговорить именно о негативных моментах, что мне не нравится и с чем уже лично я или мои знакомые столкнулись. Начну издалека. Какие выводы я сделала, каким выводом именно я пришла за вот эти вот полных 4 года. Сейчас мой сын уже пойдет в 5 класс славянской школы. Когда я только-только приехала, то я относилась к той категории мигрантов, которые все видят в розовом цвете. Как вы знаете, есть 2 категории мигрантов, которые больше склоняются к негативу, и есть те, которым все нравится, абсолютно все нравится. То есть есть такие настороженные мигранты, которые приезжают в новую страну, они еще не знают языка. Я тоже, кстати, вообще не знала славянского языка, и английский такой, невысокий уровень английского у меня был. И есть вот мигранты, которым кажется, что везде где-то подвох, что нужно ждать чего-то негативного, что нужно быть всегда настороже. Таких людей я тоже очень много знаю. А я, наоборот, была открыта Словении, славянскому обществу, ходила вся такая восхищенная, летящая, и мне все абсолютно нравилось. И я не видела каких-то таких, знаете, некоторых нюансов, что-то такого негативного, на чем бы я могла как-то сфокусироваться. Да, были какие-то там проблемы, естественно, с языком у ребенка, но я там нанимала переводчика и пошла, поговорила с учителями в 1 классе, и такие мелкие как бы проблемы разрешились. Но с годами, естественно, мой уровень славянского стал выше, и я стала больше включаться в систему славянского образования. У меня появилось много славянских друзей, и, естественно, я стала уже больше понимать и больше знать. Начну с первого, с чем, конечно, не только в Словении люди столкнулись, но и даже в России и в других европейских странах. Это ковид. Это ковид. Когда началась эпоха ковида, всех детей отправили учиться в онлайн из дома. И это было, конечно же, очень неудобно, потому что дети
не имеют полноценного общения, они не общаются со сверстниками, они не включены в учебный процесс, а все учение как бы только сидя перед компьютером. И это было очень-очень неудобно, и неудобно абсолютно всем. Неудобно детям, неудобно родителям, это было очень неприятно. Также с чем мы столкнулись в 4 классе. Наша учительница, наш классный руководитель, она постоянно болела. Ну, конечно же, ее в этом винить нельзя, потому что ковид действительно опасный вирус, и она очень часто уходила на больничные, и наших детей как-то, знаете, постоянно перекидывали из класса в класс, от одного учителя к другому, и даже оценок, вот обычно за первое полугодие выставляют оценки, дети проходят тестирование, у нас в нашей именно школе не было выставлено ни одной оценки. То есть мы как-то вообще потеряли связь со школой. Я вообще не понимала, как учится мой ребенок. Потому что дети здесь обычно сами делают домашние уроки в школе на продленке. Родителей обычно ничего не спрашивают. Но в течение года им как таковых оценок не выставляют, только когда идет тестирование. А у нас почему-то из-за болезни, видимо, учителя как-то было пропущено тестирование. И по-словенски это оценивание, по-русски не знаю, как сказать. За полугодие оценки не были выставлены. И то есть я только-только в конце года увидела, какие оценки у моего ребенка. Потому что в течение года я у него спрашивала, все ли у тебя хорошо в школе, он отвечал, да, у меня все замечательно. И только в конце года я получила его ежегодный аттестат и увидела, какие у него результаты. И увидела, что, например, оценка по иностранному языку, по английскому у него была достаточно низкая. Вот, то есть не было у нас такой связи со школой, и это мне не нравилось. И еще, знаете, зависит от того, к какому учителю попадут ваши дети. Какой учитель будет закреплен за классом, кто будет являться классным руководителем. Причем, как я уже вам давно еще рассказывала, в Словении каждый год меняются учителя. Там в 1 классе один учитель, во 2, по-моему, еще тот же был учитель, в 3 уже другой, в 4 уже 3 учитель. То есть каждый год новые учителя. И зависит от того, какой учитель вам попадется. Есть учителя, очень включенные в процесс, которые беспокоятся о детях, которые, если видят какую-то малейшую там у ребенка проблему с каким-нибудь предметом, сразу вам напишут, предложат вам сами записаться на разговор, сразу вам напишут, на что обратить внимание. Вот такая у нас замечательная учительница была в 3 классе. А в 4 классе у нас была учительница, которая постоянно была на больничном и абсолютно не была включена в процесс. Она абсолютно ничего нам не давала, никакой обратной связи. Когда я у нее спрашивала, писала ей письмо, она меня отправляла на платный портал. Здесь в Словении есть такая система платная, вы оплачиваете ее, это как электронный дневник, и там вы видите все оценки. Там, по-моему, 1 месяц бесплатно. Я взяла 1 месяц бесплатно и увидела, что там в электронном дневнике в нашей школе никто не заполнял этот электронный дневник, и оплачивать его было абсолютно бесполезно. Вот это вот мне как бы не понравилось. Помимо этого, значит, что еще больше мне не понравилось? Вообще, здесь считается, что славянские школы, они, в принципе, все должны быть одинаковые и придерживаться определенной системы образования. Но на самом деле очень многое зависит от руководства школы, от директора, от заместителя, от администрации школы. И если у вас активный директор, который
действительно любит свою работу, то в этой школе будет много дополнительных кружков, много будет олимпиад, много всяких соревнований, много выездов на природу, много всяких культурных мероприятий. Но, к сожалению, навряд ли вы заранее сможете это каким-то образом понять. Например, я всегда думала, что наша школа вполне даже очень-очень хорошая по сравнению с теми ужасами, которые я слышала от российских учеников, от российских родителей, от родителей российских школьников. Но вот проучившись, проходив в школу 4 года, я поняла, что, во-первых, в нашей школе очень мало всяких кружков, практически нет олимпиад, и за 4 года наш класс моего сына ни разу не ездил куда-либо с ночевкой, в какой-либо на природу, в лагерь на природу. Ни разу мы не были в лагере на природе. Но это еще не самое страшное. Самое страшное случилось, как это ни странно, летом, когда нам прислали рассылку из школы и поставили нас перед фактом, что классы будут расформированы. И даже уже без нашего участия их расформировали. У нас было 2 четвертых класса А и Б. Но в школе посчитали, что там слишком много учеников в этих классах и решили их разделить на 3 класса. И вот разделили детей на 3 класса, не посоветовавшись с родителями. И перемешали абсолютно так, что некоторые дети вообще остались в классе, оказались в новом классе абсолютно без своих друзей. Например, мой сын, он очень коммуникабельный, но все равно для него это очень большой стресс, потому что он 4 года ходил в класс, и всех ребят в классе он очень хорошо знает. Они все наши соседи, мы дружим, не только дети дружат между собой, но дружат и родители. А тем более для иностранца это очень-очень важно. И когда я увидела, что моего ребенка перевели из Б-класса в А, где учатся дети, которые не живут с нами рядом, с которыми он никогда не контактировал, для нас это был стресс. Я написала письмо в школу, мне не ответили. Я позвонила своей подруге, словенке. Она написала тоже в школу письмо, она тоже была недовольна. И потом, представляете, выяснилось, что больше 30 родителей написали недовольные письма в школу. Они были очень разгневаны, что без их ведома рассортировали детей. И понимаете, это происходит не только в нашей школе, это может произойти абсолютно в любой школе. Также поступили в классе дочери моей подруги, только их рассортировали не в 5 классе, а в 7. То есть это зависит от администрации. Вот они посчитали это нужным сделать, и они это сделали. И директор наш получил очень много недовольных писем. И вы знаете, он повел себя крайне непрофессионально. Он начал, я была просто удивлена, он начал по-хамски отвечать на эти письма. Он начал людей, родителей обвинять, что вы, словенцы, вечно всем недовольны, и все вот в таком ключе неприятном. Я решила сходить поговорить в школу. Все-таки школа находится у меня под окном. Я подумала, ну раз он так грубо отвечает своим соотечественникам, словенцам, может быть, он нормально поговорит со мной, с иностранкой. Какое же было мое удивление, когда я пришла в школу,
Школа у нас всегда, ворота в школе закрыты, нужно звонить в звонок. Вышел директор мне навстречу, не пригласил меня в кабинет. Я стала ему описывать свою проблему, что я вот мама такого-то ребенка, я вам писала и хочу узнать, в чем причина и почему вы именно так разделили детей. Как бы для меня это нам не подходит, потому что в этом классе нету друзей у ребенка. И для нас, как для иностранцев, очень важно, чтобы наш круг общения сохранился. И вы знаете, в ответ директор просто стал на меня кричать. Настолько сильно кричать, он вообще не хотел меня слушать, он просто орал. И я почувствовала себя, как будто бы я вернулась в Россию. Я за 4,5 года в Словении ни разу в жизни не сталкивалась с таким негативом вообще нигде. И тем более я не ожидала такого негатива от директора школы, который должен быть культурным человеком. Он так кричал, я пыталась ему объяснить, что так нельзя делать, это психологически плохо влияет на детей, на что он мне четко сказал, что ему наплевать на наших детей. Я была просто в шоке. Вы знаете, я целый день не могла в себя прийти, я пришла домой, я просто легла, не могла встать и целый день просто плакала. Для меня это было большим стрессом. Но, естественно, я решила это так не оставлять. Я решила написать жалобу в Министерство образования. Я собралась силами, с мыслями, и на следующий день уже села перед компьютером и начала оформлять эту жалобу. И в этот момент, когда я уже начала писать жалобу перед ноутбуком, раздался телефонный звонок, и мне позвонила его заместитель директора. И начала со мной по-доброму разговаривать и спрашивать, что бы вы хотели. Я ей ответила, что хорошо, что вы мне позвонили, потому что я уже оформляю жалобу на вашу школу. Она сказала: ой, вам жалоба это не поможет, они вам не помогут в этом деле. Я сказала: возможно, мне эта жалоба и не поможет, но вас хотя бы проверят, как вы ведете учебный процесс и как вы взаимодействуете с родителями. И она стала меня спрашивать, с кем бы я хотела, чтобы мой сын оказался в классе, то есть они решили пойти мне навстречу. Мы с ней поговорили, она сказала, что постарается улучшить этот процесс. Но моя подруга Тея, она написала жалобу в мэрию города Любляны. Она все-таки оставила жалобу на директора, что он ведет себя неподобающе. И вот недавно состоялось собрание, где присутствовал представитель из мэрии, пригласили мою подругу, которая написала жалобу, присутствовал директор школы, присутствовал его заместитель. И вы знаете, все равно по большому счету нам не удалось что-то прям сильно изменить. На вопрос, почему у нас так мало кружков, почему у нас так мало всяких разных активностей в школе, был один ответ: ковид. Во всем виноват ковид. Когда спрашиваем, почему нету ковида в других школах, на это ответа нет. И вот, понимаете, все вот в таком ключе. И знаете, вот что я уже заметила в Словении? Здесь учитель в априори всегда прав. Всегда прав. То есть вот у меня сестра двоюродная, она работает учителем в московской школе. И она говорит, что в России там наоборот главные сейчас родители. И они могут очень многого добиваться. А в Словении нет. С одной стороны, это очень хорошо, да, здесь уважение, идет большое уважение к учителям, но с другой стороны идет перекос в другую сторону. Очень часто, получается, нет уважения к родителям, и их мнение не очень играет высокую роль.
И единственная хорошая новость для нас, что наш директор, у него мандат только до весны, и весной он сложит свои полномочия, и его заменят на другого. Вот пока так. Моего сына переставили в другой класс, где будет также учиться несколько его друзей. На этом компромиссе мы договорились со школой остановиться. И еще, знаете, что интересно, очень часто в Словении говорят, как для учителей, для тренеров и вообще для жизни в Словении, как очень важно психологическое состояние ребенка. Об этом очень-очень часто рассуждают. И работают психологи в школе, которые должны способствовать, наблюдать и как-то делать комфортным процесс обучения. Но по факту оказывается, что на самом деле это не совсем так. Когда мы стали говорить администрации нашей школы, а как же психологическое состояние наших детей? Как же так? Они столько лет учились, ходили со своими друзьями, отлично взаимодействовали между собой. А вы взяли их, просто разделили, размешали, непонятно как, даже не спросив их желания. На что нам ответили: ой, они еще идут только в 5 класс, они еще слишком малы, и вся их дружба ничего не значит. Они в 5 классе обзаведутся новыми друзьями. Вот вам и весь ответ. И еще хотела сказать насчет психологов. Вот и в нашей школе, и несколько раз я слышала от приятельниц из других школ, что бывают часто такие проблемы, что в классе оказывается неблагополучный ребенок из неблагополучной семьи. И понимаете, вроде с ним работают психологи, вроде как-то его должны адаптировать, но он может терроризировать учителей, он может терроризировать одноклассников, и ничего с ним не могут сделать, никак не могут поменять учебный процесс. То есть этот неадекватный, например, ребенок будет дальше продолжать учиться в классе с другими детьми, например, бить их, обзывать их, может обзывать учителей. И ничего, все будут разводить руками и говорить: ну да, вот он такой, вот он такой. И то есть где эти психологи, где какое-то влияние, вот это мне тоже очень-очень непонятно. Так что вот на этой, пожалуй, не очень позитивной ноте я закончу свой рассказ. Желаю, чтобы ваш учебный процесс начался и прошел очень хорошо, чтобы вашим детям было комфортно учиться в славянской школе, чтобы у них были очень хорошие оценки. И до новых встреч. Пока.